Еще в далеком детстве я читал сказки и почему-то запомнил именно эти слова. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Эти слова всегда казались мне не просто красивым окончанием истории. В них была заключена какая-то высшая милость. Не умереть рано, не уйти по своей воле, не торопить то, что принадлежит Богу, а прожить вместе долгую жизнь до самой последней ее страницы. Пройти рядом через годы, увидеть, как меняются наши лица, как серебро появляется в волосах, смешиваясь, как облака на закате, как руки становятся слабее, но все так же находят друг друга. А потом, когда все будет исполнено, для чего мы пришли на землю, уйти в один день. Так, чтобы никто из нас не остался стоять у закрытой двери в одиночестве. Чтобы ни одному не пришлось учиться дышать без другого. Мне кажется, что это и есть самая нежная форма вечности. Я хотел бы прожить с тобой столько, чтобы мы успели состариться рядом. Чтобы я знал каждую морщинку возле твоих глаз и помнил, какой улыбкой она была рождена. Чтобы даже в глубокой старости я смотрел бы на тебя и видел ту единственную девушку, перед которой когда-то замерло мое сердце. И когда однажды придет наш последний земной вечер, пусть он не разлучит нас надолго. Пусть наши руки будут рядом. Пусть последним, что я увижу здесь, станет твое лицо, а первым, что я встречу за пределами этой жизни, снова будешь ты. Но до этого дня я хочу жить рядом с тобою, защищать тебя, радоваться твоей улыбке, слышать, как ты дышишь. Знай, что утром ты откроешь глаза, и этот мир снова станет для меня целым. Потому что я люблю тебя для всей жизни. Для весны и глубокой зимы. Для земли и для неба. Мы все очень торопимся. Хочется, чтобы быстрее подошла наша очередь. Стремимся быстрее закончить школу и повзрослеть. Даже хотим быстрее похудеть и быстрее долететь на самолете до пункта прибытия. А когда жить остается совсем немного, то почему-то нам хочется вернуться вон в ту самую длинную очередь, из которой нам так хотелось поскорее вырваться. Потому что там, в той очереди, мы были моложе. Это самый жестокий парадокс жизни. Мы продаем свое настоящее за будущее, которое никогда не наступает. А когда будущее сжимается до размеров одного дня, мы вдруг понимаем, что отдали все свои сокровища за медики. Моя родная, посмотри на нас. На нас с тобою. Несмотря на то, что мы не вместе еще. Мы ведь тоже всегда были такими. Помнишь, как каждый из нас торопился? Мы торопились, боясь, что опоздаем. Мы оба торопились скорее начать нашу взрослую жизнь. Мы торопились строить планы, загадывать на годы вперед, словно время было нашим врагом, которого нужно было обогнать. Мы бежали так быстро, что иногда не замечали красивейший закат. Не наслаждались мгновением, когда твои пальцы перебирают волосы, и как медленно растворяется молочная пенка в твоей утренней чашке кофе. Я был глупцом. Я мчался вперед, как обезумевший скакун, думая, что счастье — это финишная черта. Но теперь, когда я позволил себе представить тень неизлечимости и неминуемой старости, я вижу истину.
счастье — это не финиш. Счастье — это сама очередь. Это то томительное и при этом сладкое ожидание, когда ты стоишь рядом со мною, и мы никуда не бежим. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы замедлил каждую нашу секунду. Я бы превратил каждый наш обычный вечер в фильм, который мы смотрим на замедленной перемотке. Я бы смаковал, как ты красишь губы, как твой смех звучит на кухне, когда я неуклюже режу лук, как ты морщишь нос, когда я говорю какую-нибудь глупость. Я бы перестал считать дни до отпуска, до зарплаты и до выходных. Я бы просто считал твои вдохи. Потому что теперь я знаю, самая большая роскошь — это не вечность, а это право не спешить. Право стоять с тобою в этой длинной очереди, да даже если она бесконечна. Право чувствовать тяжесть твоей руки в моей, не думая о том, когда нам пора выходить. Любимая, я отказываюсь от спешки. Я выбираю задержаться с тобою в каждой минуте. Я хочу прожить с тобой так, будто у нас есть целая вечность, но тратить каждое мгновение так, будто оно последнее. Не в панике, не в страхе, а в благоговейном покое. Я хочу запомнить не наши достижения и переезды, а наши ничего не делания. То есть те дни, когда мы просто лежали бы, обнявшись под дождем, когда бы мы молчали и слушали тишину, когда бы нам некуда было бы бежать, и это было бы счастьем. И знаешь, что самое прекрасное в этой очереди? Что в конце ее нет выхода. Мы просто остановимся в этой очереди вдвоем. Как два уставших, но при этом бесконечно счастливых путника, которые решили, что дорога слишком хороша, чтобы искать ее конец. Мы не будем вырываться, мы просто постоим, прижмемся друг к другу и закроем глаза. Я люблю тебя в этой медленной, текучей вечности. Я больше никуда не спешу. Я уже там, где должен быть, рядом с тобой. Да, пусть не наяву, а в моих письмах. Но ты их точно ждешь в этой очереди дней, когда почтальон интернет опустит его в почтовый ящик твоих уведомлений. И если нашей очереди суждено однажды закончиться, мы встретим ее стоя, держа друг друга за руки. Без капли сожаления, потому что мы успели главное, мы успели быть. Мы не пропустили ни одной важной секунды, потому что важными для меня были только те секунды, где была ты. Замедлись со мной, любимая моя. Давай остановимся вместе. Прямо сейчас и навсегда. Вглядись в меня. Узнай во мне того, кого искало твое сердце прежде всех имен. И скажи мне прямо сейчас, что лучшее время в твоей жизни — это время, когда мы оба стояли в этой очереди и ждали. Ты уже есть у меня, а я уже есть у тебя. Потому что ни один мужчина в мире не был так близок к твоему сердцу, как это стало быть между нами.